В России собираются закрыть интернет. И это совсем не шутка. В России будут отключать интернет ночью. Хотя предупреждают, что все Google сервисы могут заблокироваться. Будет недоступен, либо будет работать. В России отключат зарубежный интернет уже в декабре этого 2024 законопроект про года. суверенный интернет. Хорошо. Полагаю, что блокировка Твича тоже не за горами. В таком случае мне было бы очень интересно посмотреть на российский аналог зарубежной платформы. А амбассадорит весь этот парад запретов, конечно же, компания ВКонтакте. Ребята зря времени теряли и на коленке состряпали сервис ВК Live Video. Ведь ВКонтакте это самый лучший мессенджер, в котором абсолютно нет никакой модерации. Даже ребенок может наткнуться на насильственный или порнографический контент. Но Артемий Лебедев же, конечно же, скажет: Следующий вопрос. Когда из ВК удалят порно? А зачем? Тогда другой вопрос. Нужно ли цензурирование вообще контента ВК-видео? А зачем? Конечно же, в этой патовой ситуации компания ВКонтакте решила зря времени не терять и откусить свой кусок от большого пирога. Сегодня детально вам расскажу, что представляет себя сервис ВК Live. Запущу стрим на этой платформе и расскажу вам, каково на ней стримить, какой уровень поддержки у стримера и у обычного пользователя, как работает система рекомендаций, про дизайн страницы и, в общем-то, юзабельный ли сервис в целом. И поскольку никакого партнерства после этого видео с ВК мне не светит, я лизать им жопу тоже не сильно хочу и буду говорить только правду. Базовая площадка полностью скопированная с Твича, можно сказать, русифицированный Twitch. Хочу отметить мое главное возмущение и главную предъяву к этой платформе. Я как стример очень часто общаюсь в категории Just Chatting на Твиче, ну или же общение, переводя на русский. И здесь я искал эту категорию, ну, минут, наверное, 7. Я пытался понять, как она называется. Общение, брат, общение. В смысле? Видеоигры и на Да общение. ёпта! Да, нахуя? Общаемся! Зачем делить? Разговоры! Да, блядь! Может, это в видеоигр? Разработка игр, ПО, чат, рулетка, фит. Говорим и смотрим это. Ёб твою мать. Ой, блядь. В ВК Play Live эта категория называется «Говорим и смотрим», что вообще нелогично лично для меня. И я как человек, который полностью пришел с Твича, а вы эту платформу делали в качестве замены Твича на территории Российской Федерации, было бы логичным решением сделать категорию общения, а не так сильно утяжелять название, чтобы искать эту категорию по несколько минут. Знаете, главная проблема всего сервиса не дизайн, не оформление, да даже неудобство пользования. В это все в целом российские площадки уже давно умеют. Я сейчас серьезно, этой платформой можно было бы пользоваться даже с комфортом, если бы не один минус, который рушит абсолютно все платформы, выпущенные после 2022 года в качестве замены западных площадок. Этот минус — искусственная наполненность. И партнеры ВКонтакте, которым, скорее всего, сам ВК и крутит онлайн. Весь ВК Live, на первый взгляд, выглядит очень даже наполненным. В каждой категории в основном есть стримеры, и стримеров много. Онлайн у всех довольно стабильный, вроде даже ребята в чате пишут, то бишь платформа ощущается прямо живой. Конечно, по онлайну несравнимо не то, что с Твичом, да даже с Киком, но в любом случае актив есть. Как минимум, платформа выглядит живее, чем Рутуб. Только есть одно большое но. Все ребята, которые стримят на этой площадке, либо рестримят свои стримы с основного канала на Твиче или Ютубе, либо просто крутят себе онлайн. Потому что либо забанены на всех платформах, либо по каким-то причинам больше не востребованы на западных площадках. Естественно, много кто сам может крутить себе зрителей, к примеру, какие-нибудь танкисты в категориях. Но даже это не настолько плохая причина не стримить на этой площадке, сколько политические стримеры. Убежище. Политическое убежище. Любое другое убежище. Которых пруд-пруди, и все они частенько находятся не в категории политики. На нашем сайте есть отдельная вкладка «Политика», в которой можно обсуждать интересующие людей вопросы. А стримят с категорией «Общения». И в этом отчасти вся суть проблемы российских площадок. То, что на них пришли политические стримеры, которых не одобрили, к примеру, западные площадки. Не за то, что они имеют свой взгляд на мир и свою позицию, а за их радикальные высказывания в адрес человеческой жизни, к примеру, ее обесценивание и прочие непотребства, которого, не должно быть на площадках. Причем банили не только российских политических деятелей. Под раздачу попали также европейские, американские радикальные активисты.
И получается так, что на ВК Лайв категория политика больше походит на цирк, чем на действительно контент, который можно поставить и спокойно прослушивать. Потому что все маргиналы, которых забанили по объективным причинам, пришли на эти площадки, так как там просто нет модерации. А зачем? Я понимаю ребят, для которых стриминг на Твиче или YouTube был хлебом, и резко у них сильно упали просмотры, пропали рекламные контракты, и их купило ВКонтакте, чтобы хоть как-то на что-то себя прокормить. Бан на Твиче. Бан на Twitch. Вопроса больше Да. не имеем. На сайт я могу зайти, но Всё войти в будет сайт хорошо. я уже не могу. Вот что делает с людьми бан на Твиче. Вы суки! Да, блядь. Вынуждает на ВК идти. Вы суки! Сатанисты! Насильники, блядь! Не грустите, вы охуели, сейчас вообще расплачусь, блядь. Нельзя плохие темы поднимать. Я как стример на площадке Twitch, кстати, можете зайти и посмотреть на мой контент на Твиче, я думаю, вам понравится. Решил постримить на ВК Лайв и зарегистрировать свой канал. И первая же проблема, я могу зарегистрироваться только через сервисы, которые каким-то образом связаны с ВКонтакте. Почему я не могу зарегистрироваться через какие-то сторонние сервисы, не ясно. Панель мониторинга трансляции удобная и классная, практически полностью скопированная с Твича, но это вообще не предъява. И самое смешное, что площадка-то реально вполне юзабельна. А каких-то новых стримеров или ребят, которые как-то заинтересовались платформой, я не видел на протяжении всей недели пользования ВК Лайв. Я вам больше скажу, я в чате у разных стримеров пересекался с одинаковыми людьми. И забавно, что интерес к этой площадке не вырастет даже после блокировки Твича на территории РФ. Каждый раз, заходя на ВК Лайв, я будто попадал в день сурка и натыкался на абсолютно одинаковый контент от одинаковых людей. И это не из-за плохих рекомендаций, а действительно из-за недостающего количества стримеров на площадке. И получается, что ВК Лайв вполне себе неплохая юзабельная площадка, которая просто физически не может конкурировать с Твичом, так как ничего нового в стриминг принести не может, а это главный элемент привлечения аудитории. Единственное, что ребята смогли сделать, это перетащить с Твича и Кика каких-то маргиналов, которые абсолютно не пользуются спросом на адекватных площадках. Нормальные люди, к сожалению, даже после блокировки Твича на территории Российской Федерации все равно будут включать и смотреть Twitch. А все потому, что просто заблокировать и дать аналог не прокатит. Это не рабочая тактика в обществе, которая годами строилась на западных площадках, где она потребляла контент и знакомилась с стримерами, которые откажутся идти на ВК Лайв после блокировки Твича. Поэтому я считаю, что в России надо что-то менять в методах импортозамещения западных площадок. Либо приносить что-то новое, либо не блокировать уже проверенное старое. Спасибо за просмотр. Надеюсь, что тебе понравилось это видео. Ты узнал что-то новое, и если ты стример, ты определился, на какой площадке ты все-таки хочешь стримить. Подписывайтесь также на мою тележку. Я там часто провожу какие-то розыгрыши, мини-ивенты и в целом рассказываю про свою жизнь. Туда же публикую уведомления о стримах и новых видео. Спасибо, до скорого.